Всем привет! Если вы первый раз на моем канале, меня зовут Дарья. Пришла пора стряхнуть пыль с моего YouTube-канала и продолжить снимать видео. Последний раз я делала видео на тему Венеры в знаках зодиака. И последнее видео я сделала с Венерой в Близнецах. На этот раз я буду рассказывать про Венеру в Раке. Если вы не знаете, в каком знаке находится ваша Венера, постройте свою натальную карту по инструкции, ссылку на которую я оставлю в описании к видео. Также вы можете заглянуть в мой плейлист «Астрология для начинающих», где я рассказываю о том, как же построить натальную карту ведической астрологии и говорю о базовых таких знаниях, которые помогут ее прочитать. Итак, как же себя проявляет Венера в Раке? Вообще, надо сказать, что Рак — это знак водный, он очень эмоциональный, такой чувствительный, и, соответственно, Венера как планета, которая показывает наш способ взаимодействия с другими людьми, то, как мы как бы коннектимся с другими. И люди с Венерой в Раке обычно чувствительны в отношениях с другими людьми. Как правило, они эмпатичны, если Луна как-то не ослаблена в гороскопе. Они умеют как-то эмоционально присоединяться к другому человеку, проявлять сострадание, сочувствие. Они достаточно мягкие сами по себе. Они способны окружать других людей, в особенности в партнерских отношениях, какой-то мягкостью, теплом и заботой. Также для людей с Венерой в Раке важна семейность, и даже для них скорее важно ощущение дома, такого комфорта, уюта. У них прям есть такая ярко выраженная потребность. Также любопытный момент, что Венера в Раке, Венера, она же показывает наше эстетическое восприятие, как мы видим красоту, как мы оцениваем прекрасное. И по моим наблюдениям, я знаю очень много людей с Венерой в Раке, и среди них есть талантливые дизайнеры интерьеров, среди них есть архитекторы, есть дизайнеры мебели. То есть все, что касается красоты и уюта, создания прекрасного, эстетичного в доме. Также я еще встречала среди таких людей тех, кто интересуется урбанистикой, но, как правило, они интересуются эстетическим видом зданий, эстетической такой частью архитектуры. То есть вот эта Венера в Раке, она дает особое такое эстетическое восприятие именно в контексте, во-первых, дома, каких-то строений, там, построек, и это и внешней, такой фасадной части касается, и внутренней с точки зрения уюта. И они, в принципе, могут связывать свою жизнь вот с этими областями, среди них могут быть и риэлторы, агенты там, по недвижимости, то есть вот все, что связано с темой дома, уюта, недвижимости, вот это все для них имеет какой-то, во-первых, ценность, во-вторых, они могут быть как-то заинтересованы этой областью. Что касается любви, вообще положение Венеры в гороскопе, оно именно показывает то, что для нас важно в отношениях, как мы проявляем любовь, как мы ее чувствуем, наши ключевые потребности в любви. И вот люди с Венерой в Раке, у них восприятие любви и отношений, оно несколько такое идеалистичное, я бы сказала. В их представлении отношения — это большой дом, это крепкая семья, это такая полная чаша, такое традиционное распределение ролей. Кроме того, когда они вступают в отношения, безусловно, для них очень важно, чтобы отношения, они уже имели такой характер, серьезный, скажем так, чтобы они дальше уже приводили именно к семье. Вот в условиях семейности, в условиях такой безопасности, защищенности, уверенности в том, что все, это мой муж, там, это моя жена, их чувства, они раскрываются максимально полно и глубоко. И они в отношениях, вот даже уже в самом начале, они стремятся к тому, чтобы создавать вот это ощущение домашнего комфорта, тепла, семейности, взаимной заботы. И именно поэтому они часто стремятся вступить в брак. В особенности для женщин с Венерой в Раке очень важно чувствовать вот эту семейность, важно быть именно в браке, в официальном, потому что в других условиях, в условиях какой-то неопределенности, она может чувствовать себя не очень безопасно. Также, поскольку вот эта Венера в Раке, вообще Рак — это знак, который отвечает за связь с родом, с корнями, и, соответственно, люди, у которых Венера в Раке, когда они в отношениях, даже когда они в браке, им очень важно, чтобы партнер понравился родителям, чтобы у партнера установились хорошие отношения с родителями, и они очень часто стремятся к тому, чтобы почаще проводить время с семьей, так, чтобы не просто я отдельно с партнером, а вот там родители где-то, нет, для них вот это вот все мои родственники, все мои там родители, там братья, сестры и мой партнер, вот мы все одна большая семья, поэтому среди таких людей нередко бывают такие сценарии, когда какое-то время человек со своим партнером, там, супругом, супругой живет с родителями, и для людей с Венерой в Раке, если там нет никаких злых планет рядом, в
принципе, все достаточно как бы нормально, они достаточно комфортно себя чувствуют в такой среде. Если даже они не живут вместе с родителями, они могут просто часто приходить к родителям, им вот очень важно чувствовать вот эту вот семейность, ну, такую вот тотальную очень, чувствовать связь с корнями и родом, в особенности, если в раке есть еще какие-то планеты, там личные точки, Луна, может быть, Солнце, это все только усиливает вот эти качества. Также, поскольку рак — это знак, отвечающий за эмоции, за психику, за тонкие такие материи, что ли, в нас самих, люди с Венерой в раке, обычно для них очень важна эмоциональная близость в паре. То есть это вот самое главное, что существует для них в отношениях. И они очень внимательны и чувствительны к эмоциональному климату в отношениях и к вот этой эмоциональной близости, которая есть, к настроению партнера. И им также важно, чтобы другой человек, чтобы партнер считался с их чувствами, с их настроением, и чтобы также тонко как бы чувствовал это. И, конечно, какая-то жестокость, какая-то критика, грубость, очень глубоко их ранят, они могут как-то закрываться и отдаляться от самого партнера. И поэтому для них вот эта вот эмоциональная близость и тактильность, и вот это тепло, и связь, и внимательность к чувствам другого человека для них очень важна. И на самом деле часто они прям готовы прикладывать усилия для того, чтобы поддерживать здоровый эмоциональный климат в отношениях, потому что это для них действительно важно. И вот если они чувствуют эмоциональную связь с человеком, если они чувствуют такую отдачу, если чувствуют, как человек эмоционально и глубоко и чувственно реагирует на них, тоже на их эмоции, если они вот этот коннект ощущают, вернее, доколе они этот коннект ощущают, они способны очень глубоко, так и самозабвенно, даже жертвенно, я бы сказала, любить. Но если вот этот коннект прерывается, если какой-то холодок, недопонимание, если человек эмоционально закрыт и недоступен, это может создавать определенные предпосылки к тому, чтобы человек с Венерой в раке тоже сам начал как-то отдаляться и, возможно, даже как-то терять интерес к отношениям. Также здесь обязательно стоит добавить, что рак — это знак неблагоприятный для Венеры, то есть это враждебный вообще знак. И здесь Венера, чья естественная природа очень чувственная, сексуальная, страстная, такая порывистая, иррациональная, здесь она проявляется сквозь призму качеств рака, то есть материнство, семья, забота, дом, уют. И поэтому это немножечко вредит, так скажем, этой самой Венере. Как это проявляется? Здесь вся вот эта любовь и чувственность, она уже проявляется через опеку какое-то, материнское такое тепло. Вот когда такие люди любят, в их любви есть что-то такое очень родительское, семейное, понятное, такое безопасное. Иногда, в особенности, если Венера находится там в последних 13 градусах рака, то такие люди, очень их любовь, она похожа на удушливую такую опеку, удушливую заботу. Они прям собой могут удушить человека. Безусловно, я говорю именно о градусах Венеры по ведической астрологии, не по западной. Если вы рассчитали свою Венеру по западной астрологии и смотрите сейчас это видео, то рекомендую вам вообще пересчитать по инструкции, которую я ниже прикреплю. Возможно, у вас вообще Венера в Близнецах окажется. Но продолжая, Венера в последних градусах рака, в последних 13 градусах, она может быть очень удушливая, такая навязчивая, манипулятивная. Достаточно сложное, на самом деле, такое положение для Венеры, поэтому она здесь, ее качества в любви и в отношениях, они могут как-то гипертрофированно и не очень экологично даже проявляться. То есть человеку приходится делать прикладывать усилия для того, чтобы его проявления чувств, они не были какого-то деструктивного характера. Также негативные качества вот этой Венеры в раке в любом градусе, они могут проявляться в том, что такие люди достаточно жертвенные, они могут как бы спасать других людей, то есть они могут стремиться в отношениях не просто вот из-за любви и каких-то чистых чувств, а действительно жертвовать собой, жертвовать своими интересами, наступать себе на горло, обесценивать себя, например. Они могут быть в отношениях из жалости, например, потому что это очень сострадательные люди, им всех жалко, они всех хотят помочь, всех накормить, всех спасти, и иногда они могут вот какое-то время оставаться, даже если чувства такие венерианские уже остыли к человеку, но они все равно могут оставаться долгое время в отношениях, потому что им просто жалко человека как бы оставить, бросить. И все-таки люди в отношениях, они в принципе достаточно гибкие, они иногда, вот в особенности женщины с такой Венерой, склонны как бы приспосабливаться больше к партнеру и как бы задвигать на второй, на третий план свои потребности. И таким людям с Венерой в раке очень важно чувствовать себя нужными и любимыми, но именно не на словах, а на деле, так, чтобы
чтобы человек создавал рядом с ними вот это ощущение комфорта, семьи, тепла, безопасности, если, безусловно, такого эмоционального взаимопонимания. Если они этого не получают, если они в ответ на свои проявления любви встречают такую эмоциональную недоступность, и они не видят вот какого-то здорового проявления семейности, которое им нужно, опять же, здорового, если у человека все показатели семьи, они не поражены в гороскопе, то такие люди, они могут как-то отстраняться, они могут терять интерес, и они становятся очень уязвимы перед тем, чтобы влюбиться в другого человека. А также стоит сказать, что вот эта негативная, так скажем, сторона Венеры в Раке, она может проявляться в некоторой переменчивости их чувств, поскольку Раком управляет Луна, самая быстрая и самая переменчивая планета среди всего пантеона планет ведической астрологии. И поэтому чувства таких людей очень часто зависят от настроения, которое может быстро меняться. То есть они в один момент говорят, что все, я больше к нему никогда не вернусь, но в следующий день настроение поменялось, все, я готова с ним быть всю жизнь. Могут быть какие-то крайности в проявлении чувств и некоторое переменчивое немножечко отношение, но, безусловно, еще важно смотреть на весь гороскоп. Возможно, там все остальные показатели в очень стабильных таких положениях стоят, то, вероятно, это не будет проявляться как какие-то крайности. А также они могут достаточно быстро менять свои симпатии, идти на поводу у чувств, у настроения, то есть делать выбор в пользу чувств, нежели какой-то логики. И поэтому они часто немножко может накрывать чувства их разум, и они идут на поводу этих чувств. Но опять же, здесь тоже я бы все-таки оценивала весь остальной гороскоп тоже. Также, что касается мужчин с Венерой в Раке, здесь отдельно стоит говорить, потому что у мужчин Венера проявляется через отношения с женщинами, как бы опосредованно через тех женщин, которые мужчина сам выбирает. И особенность мужчин с Венерой в Раке в том, что они часто могут выбирать женщин, даже бессознательно, тех, у которых есть общие черты с их мамой. Это может касаться внешности, это может касаться каких-то личностных качеств. Кроме того, это может быть не обязательно схожесть с их мамой, но, например, это может быть тяга к женщинам, в которых есть материнские какие-то качества. Ну, то есть какая-то заботливость такая, эмоциональность, нежность, милосердие, доброта, сострадательность, ну, то есть такие классические качества рака. Также для таких мужчин важно, чтобы женщина также получала одобрение их родителей. Возможно, он не будет прямо об этом заявлять, что ему это важно, но если, допустим, его мама сильно может быть против невестки, то для него это будет тоже определенным звоночком. Далеко не всегда такие мужчины строго идут на поводу у своих мам, у их мнения, но вот этот вопрос одобрения, скорее, он для них играет не последнюю роль. Также им очень комфортно женщинами эмоциональными, такими чувствительными, эмпатичными. Важно, чтобы женщина была внимательна к их чувствам и как бы тоже эмпатично считалась с их эмоциями. Также они очень ценят, когда женщины рядом очень комфортно и уютно, вот как дома, чтобы она и накормила, и как-то и позаботилась. И он, безусловно, тоже будет готов заботиться, потому что это же его Венера в Раке, и то, что он сам тоже является достаточно заботливым. То есть люди с Венерой в Раке в целом в отношениях, вот это какое-то семейное тепло и забота, в них вот это присутствует. Также с точки зрения личностных качеств, им, в принципе, нравится, когда женщина несколько пассивная такая, нерешительная, мягкая. С точки зрения внешности их обычно привлекают женщины с формами. Мне нравится, редко нравится, когда худые, например, женщины. Обычно это либо с формами, и в особенности они могут ценить женскую грудь. И вот это вот обычно бывает очень важно и очень привлекает их внимание и возбуждает у них какой-то интерес. Пожалуй, на этом я закончу видео про Венеру в Раке. Стоит сказать, что все, что я перечислила в этом видео, имеет отношение к чистому проявлению Венеры в знаке Рак, но у всех людей, у которых есть вот это положение Венеры, все равно будут отличаться взгляды на отношения в силу того, что наше какое-то поведение в отношениях, на наши потребности влияет не только Венера, но и масса других положений планет. Однако все-таки общие черты у этих людей будут. Если вы интересуетесь астрологией, натальной картой, прогнозами, кармой, то подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео.